Нашу ветеринарную клинику регулярно посещал пес Вайс. Он был немецкой овчаркой, ослепляюще красив и умен, в воспитании на высшем уровне, замечательный защитник, до безумия ласковый, добродушный и нежный пес. Владелец беспрекословно выполнял свои обязательства и строго следил за его здоровьем, поэтому они довольно часто посещали клинику. Лапка болит, носик сопит, зубы почистить, прививку уколоть или же просто заходили в гости. Мы всегда угощали Вайсу вкусняшками. Он обладал интересной особенностью, которая отличала его от других собак. Во время прививки или процедур, которые ему не нравились, он сжимал зубами рукав доктора и зажмуривался, проявлял терпение. Спустя несколько лет, когда Вайсу исполнилось 14 лет, у него был обнаружен рак. На протяжении 2 лет все врачи клиники и владелец Вайса без остановок пытались вылечить, и все также, при частых уколах, он сжимал зубами рукава и другие части одежды и терпеливо жмурил глазки, ждал конца неприятной процедуры. Но рак был сильнее и в конце концов победил сильного Вайса. В 6 утра хозяин позвонил, Вайс обмяк, воет, глаза на выкате. Наша сотрудница поехала к Вайсу, поставила капельницу, уколола обезболивающее и взяла кровь. Медсестра вернулась заплаканная и испуганная. По результатам анализов, которые мы получили спустя 2 часа, стало понятно, жизнь Вайса оборвется в любую минуту. Спустя 12 часов снова позвонил владелец. После длительного и трудного разговора я не выношу смотреть на то, как ему плохо и больно. Мы приедем в клинику. Мы с коллегой сидим в ожидании и захлебываемся в слезах. Владелец с женой приезжают, Вайс был на руках хозяина. Меня разрывает изнутри от вида некогда красивого, массивного здоровяка, который полностью истощен и бессилен. Владельцы со слезами на глазах попросили не смотреть на то, как уходит их член семьи. После ввода наркоза Вайс уходит в сон, вой прекращается, судороги тоже. Последний тяжелый вздох, конец. Стоим над бездыханным телом Вайса и рыдаем. Сообщаем хозяину, он падает в слезы. Брутальный мужчина, который с рождения был рядом с Вайсом. Они стали лучшими друзьями за 15 лет. Он более 2 лет провел в борьбе с болезнью друга, а теперь сидит у клиники и вскрикивает от боли утраты. Хозяин злился на себя за то, что у него не хватило сил быть рядом с другом в его последние, трудные минуты. Он забрал Вайса и уехал. Спустя месяц к нам приехали девушка и парень с маленьким щенком немецкой овчарки сделать прививку. Он был очень испуган. Я подошла погладить и успокоить малыша, пока напарница будет делать прививку, а мальчик сжал зубами мою рубашку и зажмурил глазки, терпеливо переждал укол. Я разревелась. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, у нас много интересных видео о животных. Сохраним им жизнь вместе.